Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Экшен Black Myth Wukong обзавелся оценками критиков за несколько дней до релиза. Игровое исполнение китайского романа «Путешествие на Запад» порадовало зарубежных журналистов. Приключения царя обезьян Сунь Укуна получили 82 балла на Metacritic и 88 баллов на OpenCritic. Приглянулся экшен журналистам за зрелищную боевую систему и разнообразных боссов. А вот ругают проект, напротив, за слишком скучных рядовых противников и запутанный дизайн уровней. По ссылке в описании можете почитать некоторые переведенные отзывы. Кроме геймплейных шероховатостей, все рецензенты отметили, что у игры присутствуют заметные технические огрехи. Например, частота кадров может неожиданно упасть в битве с боссом в самый ответственный момент. Проблемы возникают даже у владельцев видеокарт последнего поколения. Все рецензенты проходили игру на ПК, поэтому пока не ясно, как справляется с ней PlayStation 5. Сама Black Myth Wukong выйдет завтра, 20 августа, на ПК и PS5. А пока можно протестировать свое оборудование с помощью бенчмарка от разработчиков. В игре есть русские субтитры. Всем, кто будет играть в открывающий осеннюю серию релизов Blockbuster, приятного гейминга, хотя там много чего еще выходит. Но все эти новинки нужно ждать, а время ожидания можно вложить в прокачку полезных для работы навыков и стать спецом, например, в Data Science и в машинном обучении. Рекомендации на YouTube, Google Переводчик, чат-боты, мы взаимодействуем с ИИ ежедневно. На работников этих сфер сейчас высокий спрос, и зарабатывают они прилично. В среднем 190 тысяч рублей в месяц. Освоить Data Science и Machine Learning с нуля до продвинутого уровня вам поможет онлайн-магистратура от одного из ведущих вузов страны — УрФУ и школы Skill Factory. По окончании обучения вы получите диплом гособразца, а с вас для поступления только любое законченное высшее. На программе вы научитесь разрабатывать системы анализа больших данных и изучите все необходимые инструменты для работы с ними, к примеру, Python. Практиковаться и закреплять знания вы будете на реальных кейсах от крупных компаний, поэтому уже на этапе обучения соберете мощное портфолио. Обучение, кстати, очное, но лекции проходят онлайн. Можно получать все студенческие плюшки, включая отсрочку от армии, сидя за компом. С господдержкой стоимость такого комфортного обучения составит от 240 рублей в месяц. Прием заявок уже идет, и количество мест реально ограничено. Спешите подать документы на онлайн-магистратуру по ссылке в описании или QR-коду на экране. Ubisoft опубликовала трейлер Star Wars Outlaws, полностью посвященный ПК-версии, а вместе с этим озвучила подробные системные требования для различных настроек качества. Разработчики выделили в ролике ряд особенностей Outlaws для ПК, перечислю некоторые. Трассировка лучей, которая используется в глобальном освещении, отражениях и тенях, динамическое освещение по технологии RTX Di от Nvidia, апскейлеры вроде DLSS 3.5 или AMD FSR 3.0, оптимизация для процессоров Intel 14 поколения, ультраширокие разрешения экрана и поддержка нескольких мониторов, совместимость с системой подсветки MSI Ambient Light и, разумеется, детальные настройки. Системные требования на ваших экранах. Для минималок не требуется 20-я серия, так что уже неплохо. Готовьтесь испытать свои печки уже 30 августа. Rollerdrome — акробатический экшен от студии Roll7, который вышел в 2022 году под крылом издательства Private Division. Судьба у игры сложилась печальная. Все авторы лишились работы, поэтому один из них даже призвал пиратить Rollerdrome. В таком ключе высказалась дизайнер интерфейса Аниса Сануси. Цитата: «Счастливого второго дня рождения моей самой любимой игре, над которой я когда-либо работала. Пожалуйста, пиратьте ее, потому что никто из нас больше не работает в компании, которая владеет этой игрой». Конец цитаты. Позже она выложила второе, более длинное сообщение, где развернула тезис и расписала свою точку зрения подробнее. Суть сообщения та же. По ее мнению, деньги нужно давать не издателю, а разработчику. То есть, оплачивая игру, покупатель должен спонсировать новые игры от тех же авторов. Студии нет, так зачем платить? Rollerdrome получила достаточно высокие оценки и в прессе, Алексей Лихачев бахнул изюм, и среди игроков. 93% положительных отзывов в Steam. Обязательно попробуйте, если заинтересовались кадрами из трейлера.
Epic Games пользуется всеми доступными средствами, чтобы сделать свой магазин популярным. В числе самых действенных — раздача игр бесплатно и заключение соглашений об эксклюзивности. Как признался глава компании Тим Суини, далеко не все подобные сделки оказались разумным вложением. Об этом руководитель поведал во время недавней беседы с прессой. Мало того, что не все одобряют политику эксклюзивности на ПК, так еще и выяснилось, что Epic Games рассталась с кучей денег без особого выхлопа. Вот раздача халявы приносит EGS гораздо больше пользы, нежели эксклюзивы. Как пояснил Суини в разговоре, бесплатная раздача кажется нелогичной стратегией, но эта программа очень экономична. Она приводит пользователей за гораздо меньшую стоимость, чем обошлись бы рекламные сервисы, а потраченные средства идут не упомянутым гигантам, а напрямую разработчикам. Магазин заинтересован в процветании девелоперов. За поддержку разработчиков безоговорочный респект. Хотя магазин сомнительный. Комьюнити Helldivers 2 еще раз доказала, что способна генерировать идеи и сплачиваться вокруг них. Разочарованные последними правками от Arrowhead и политикой Sony фанаты игры организовали в сети настоящее сопротивление, которое получило имя Chaos Divers, что можно перевести как «десантники хаоса». Представители этого движения жаждут падения суперземли. Они хотят, чтобы в ходе галактической войны автоматоны захватили сердце демократии и предали его огню. Дальше постов на Reddit и создания мемов дело не дошло. Но идея завирусилась. Пока игроки развлекаются написанием агитационных сообщений в духе пропаганды суперземли, но с призывами восстать. Многие даже просят Arrowhead добавить десантников хаоса в игру как отдельных противников или в рамках временного PvP режима. Фанаты зря времени не теряли и уже создали концепт плаща хаоситов. Текст из описания гласит: «Твои глаза открылись, ты отверг свой дом и омылся в крови своих братьев. У твоих поступков будут последствия. Дети суперземли будут гореть в пламени твоей ярости, и ты ни о чем не будешь сожалеть». Так заканчивается текст. Пока студия Arrowhead не отреагировала на появление Chaos Divers, но ранее они уже согласились добавить в игру плащ по мотивам ревью-бомбинга проекта в Steam. Небольшая новость про МК1. NetherRealm Studios подготовила трейлер сюжетного дополнения Chaos Reigns для Mortal Kombat 1 и влепила в него геймплейную демонстрацию Cyrax. Также разработчики похвастались, что тираж файтинга взял планку в 4 миллиона копий. В мире, пересобранном Лю Каном с нуля, под желтой маской скрывается молодая воительница Лин Куэй из клана Заки. Да, такая вот вселенная. В трейлере показано, как героиня перечит начальству, засомневавшись в правильности их действий. В итоге это даже спровоцировало драку с наставницей. Mortal Kombat 1 Chaos Reigns выйдет 24 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Вместе с дополнением продают набор бойцов Combat Pack 2 с Cyrax, Сектор и Нубом Сайботом. Если опять ошибся с ударением, обязательно пишите в комментах. Вот интересное на stopgame.ru уже вышло. Можете прямо сейчас перейти по одной из ссылок в описании и на выбор прочитать обзор Deathbound, прочитать обзор SteamWorld Heist 2, узнать самое важное о StarCraft X в новом видео или изучить материал о самых примечательных игр про царя обезьян из Wukong. Хорошего вам понедельника. Пока!